Окрыленная успехом своего дебютного альбома, группа Colosseum в том же 1969 году выпускает второй свой студийный альбом. Назывался он Valentine Suite. Этот альбом в оригинале в 1969 году выходил на лейблах Fontana и Vertigo. В моей коллекции данный альбом представлен переизданием 1972 года, выпущенным на лейбле Bronze Великобритании. Как вы помните, лейбл Vertigo был создан для записи и развития артистов, не соответствующих основному бренду Philips. Это был первый лейбл, подписавший контракт с пионерами хэви-металла группой Black Sabbath. Альбом Valentine Suite включает в себя более сложные и интересные композиции, чем материал дебютного альбома группы, и выглядит более целостным по материалу. Большинство музыкальных критиков считают этот альбом лучший в дискографии группы. Valentine Suite считается важным вкладом в развитие прогрессивного рока. Альбом высоко оценен за новаторский джаз-роковый фьюжн, сложную инструментальную композицию и новаторский 16-минутный инструментальный заглавный трек. Хотя некоторые считают сочетание джаза, рока и классических влияний непривычным. Мощное исполнение альбома, особенно партии ударных и органа, а также его историческое значение для прогрессивной музыки, делают его обязательным для прослушивания поклонниками этого жанра. Хотя в музыкальном плане на сайте AllMusic высмеяли первые 3 трека альбома, назвав треки The Kettle и Buddy's Blues вычурным 12-тактовым блюзом, и что трек Elegy выходит за рамки вокальных способностей Джеймса Литерленда. Но остальную часть альбома оценили более одобрительно. Открывает альбом энергичный трек The Kettle, авторами которого на альбоме указаны Дик Хекстел-Смит и Джон Хайзман. На самом деле он был написан гитаристом и вокалистом Джеймсом Литерлендом. Так позже утверждал басист и один из продюсеров этого альбома Тони Ривз. Второй трек альбома – это удивительно современная песня Elegy. Это быстрый минорный блюз, который расширяет вокальные возможности гитариста Джеймса Литерленда. Песня The Machine Demands a Sacrifice закрывает первую сторону альбома. Песня содержит отличное соло органиста Дэйва Гринслейда и саксофониста Дика Хекстел-Смита. 16-минутная инструментальная композиция Valentine Suite – это кульминация альбома, занимающая всю вторую сторону альбома и состоящая из 3 частей. Это эпическое заглавное произведение, строящееся вокруг потрясающего соло на органе Hammond Дэйва Гринслейда и великолепной гитарной игры Джеймса Литерленда с потрясающей партией на тенор-саксофоне Дика Хекстел-Смита. Соло Дэйва Гринслейда в Valentine Suite на AllMusic охарактеризовали как что-то способное бросить вызов классическому Киту Эмерсону, но с изюминкой. Успешно разработав композицию на вибрафоне, Гринслейд исполняет несколько головокружительных трюков на органе, которые до сих пор вызывают восторг. Замечательная партия Джона Хайзмана на барабанах. Этот трек ближе всех к прогрессивному року. Трек полон зажигательной энергии, разнообразных музыкальных мотивов и пламенных джемов. Все 5 музыкантов группы демонстрируют прочное взаимодействие на протяжении всего альбома. Когда у Хайзмана спросили: «Вы гордитесь тем, что альбом Valentine Suite стал классическим?» Он ответил: «Знаете, я не из тех, кто слушает свои собственные записи. Закончив ее, я иногда не слышу ее еще много-много лет. Когда мы ее создавали, мы не могли понять, что мы сделали. Я не сужу. Если я решил, что один альбом ужасен, я не могу выпустить другой. Поэтому я не сужу. Мы делаем все возможное в тот момент, и в момент выхода альбома он становится заявлением о том времени. Но это не обязательно верно для всех времен. Истину показывает отношение публики. Поэтому, если публике нравится, значит это правда. Только публика может принять решение». Это был первый альбом лейбла Vertigo Records, который достиг 15 места в британском чарте альбомов в 1969 году. В Австралии альбом достиг 18 места в 1970 году. Свой следующий альбом группа Colosseum выпустила в 1970 году. Назывался он The Grass is Greener. Этот альбом выпускался на лейбле Dunhill
и только для североамериканского рынка. Я этот альбом для своей коллекции не покупал. В этом альбоме есть несколько треков, которых нет в европейском релизе. К примеру, треки Rope Ladder to the Moon, Jumping Off the Sun и Jamsation версия Bolero Равеля. В записи этого альбома уже принимал участие новый гитарист группы Дэйв Клэмпсон, который заменил Джеймса Литерленда. Вот с этим членом группы Colosseum я уже знаком лично и пару раз с ним беседовал, когда пару лет тому назад я был приглашен членами группы Colosseum на их концерт в Милтон-Кинси, городе, который находится примерно в часе езды от Лондона. В сентябре этого 2025 года Клэмпсону исполнилось 76 лет. Клэмпсон начинал свою карьеру в конце 60-х годов в составе культового пауэр-трио Бакер-Лу. Дэйв имеет большой опыт работы с разными знаменитыми исполнителями. К примеру, он выступал в качестве приглашенного музыканта с Джеком Брюсом, Роджером Уотерсом, Манфред Мэнс Эрф Бэнд, Бобом Диланом, Крисом Дебургом и многими другими. Альбом The Grass is Greener выпускался как североамериканская альтернатива альбому Valentine Suite. Обложка альбома осталась прежней, но изменился оттенок цветов. В альбом The Grass is Greener вошли 4 трека, записанные с новым на тот момент гитаристом и вокалистом Дэйвом Клэмпсоном. Это треки Jumping Off the Sun, Los Angeles, Rope Ladder to the Moon и Bolero. Еще в альбом вошли 3 трека с альбома Valentine Suite, но адаптированные под вокал и гитарную игру Клэмпсона. Это треки Baptist Blues, The Machine Demands a Sacrifice, The Grass is Greener. Только трек Elegy, по всей видимости, совпадает с оригиналом альбома Valentine Suite, включая вокал Литерленда. В рецензии на альбом The Grass is Greener на сайте AllMusic Джим Ньюсон написал, что он был впечатлен игрой Дика Хэкстелл Смита на саксофоне, а также зажигательными гитарными рифами Дэйва Клэмпсона. Ньюсон счел особо сильными треки Jumping Off the Sun и Rope Ladder to the Moon Джека Брюса, а заглавный трек назвал изюминкой этого альбома. Некоторые критики утверждали, что этот альбом был лучше сбалансирован и был более разнообразным, чем его предшественник. Внушительный уровень мастерства группы очевиден. Духовые секции и исключительное инструментальное мастерство вносят свой вклад в прогрессивное блюзроковое звучание с джазовыми нотками. Альбом считается интересным продолжением дискографии группы, демонстрируя переходный период группы Colosseum. Открывает альбом трек Jumping Off the Sun. Это очень интересный трек, полный атмосферы и отличного ритма, хотя голос Клэмпсона не дотягивает до уровня исполнения вокалистов Литерленда или Фарлоу. Тем не менее, это отличный быстрый трек с рождественскими колокольчиками. Jumping Off the Sun – это трек, который немного ближе к психоделическому року конца 60-х, например, к Spirit, но вокал в стиле Gentle Giant. Лос-Анджелес – это очень интересный трек, но если его сравнивать с расширенной концертной версией на альбоме Colosseum Live, то он все же уступает концертному варианту. Тем не менее, игра барабанщика Джона Хайсмана хороша. Великолепное гитарное соло Дэвида Клэмпсона напоминает Джимми Пейджа. Остальные участники группы не менее великолепны. Отличная песня. Композиция Elegy, как всегда, хороша. У вокалиста Джеймса Литерленда великолепный проникновенный голос. Очень запоминающаяся песня. Baptist Blues также звучит хорошо, но с вокалом Литерленда песня имела другой оттенок. Это настоящий блюз с органным соло от Дэйва Гринслейда. Участие духовых делает эту песню очень динамичной и захватывающей. Кавер на песню Джека Брюса Rope Ladder to the Moon хорош. Это первый из 2 треков альбома с текстами Пита Брауна. Инструментальное исполнение отличное, но опять же, значительно расширенная концертная версия с Крисом Фарлоу на вокале впечатляет еще больше. Трек Bolero – это, возможно, первый пример пьесы Равеля с рок-инструментами, выпущенной за несколько месяцев до Crimson. Это, пожалуй, лучшая версия, потому что она дальше всего отходит от монотонности произведения Равеля. Отличная игра клавишных и саксофона при поддержке впечатляющей игры Джона на ударных. Зажигательное соло Дэвида Клэмпсона на гитаре придает треку неповторимую индивидуальность. Это одно из великолепных, оригинальных и культовых гитарных соло. The Machine Demands a Sacrifice – это укороченная версия песни из альбома Valentine Suite. Одноименная композиция на альбоме The Grass is Greener – это 3-я часть трека Valentine Suite, выпущенного ранее.
Эта инструментальная композиция мягче и более прогрессивная. Все инструменты группы здесь раскрывают свой потенциал. Звучат блестящие соло, резкий переход темпа к высокой скорости последние 3 минуты, как и затянутая развязка в конце, станет настоящим шаблоном для многих групп южного рока. Некоторые критики считают, что музыка этого альбома – это просто прогрессивная блюз-роковая психоделия, украшенная джазовыми элементами.